Представители знака зодиака Козерог. Здравствуйте, мои дорогие Козероги. Таро прогноз гороскоп. Плутон в Водолее с 23 марта 2023 года. И на 20 лет. Аж по 43. Как изменится моя жизнь? Или каковы перемены на пороге? Нужно сказать, что как раз с 2008 года Плутон находился в вашем знаке. И 24 марта он переходит в Водолей. Правда, потом он снова возвращается в ваш знак. Поэтому где-то на границе этих ваших двух знаков, Козерога, Водолея, будут происходить основные события, основные перемены. Для вас тема отношений и взаимопонимания уже для многих с 2008 года была очень актуальна. Кто-то из вас, может быть, уже был вынужден пересмотреть свое окружение, задать себе вопрос: кто мой друг? Могу ли я доверять человеку? Здесь больше идет вопрос самодоверия. Себя невозможно заставить на что-то насильно. Или мы можем сделать усилия над собой и где-то рациональным, холодным мышлением принять какой-то вариант развития событий, продолжать двигаться в каком-то заданном направлении, фарватере. А здесь речь идет совсем о другом. Здесь как раз о том, что мы себя словно должны уговорить увидеть жизнь в других тонах, в других красках, позволить себе эмоции. Может быть, как раз вот и стать тем самодостаточным через эмоции, чтобы нас любили, не бросали. Именно тема отношений у кого-то выйдет на первый план. Может быть, было какое-то предательство с 2008 года. Был сложный период, который еще каким-то образом надо было пережить, потом найти в себе силы переосмыслить и начать все заново, может быть. Для кого-то из вас тема быть отверженным стала болевой пульсирующей точкой. Словно необходимо было пройти через эти ступени трансформации, чтобы уже с другой высоты увидеть реальность, по-другому увидеть эту реальность, такой, какая она есть. И понять, возможно, что научиться жить в эмоциональной автономии, может быть, у кого-то и пришлось разорвать все отношения и быть в течение ряда лет самому по себе, своего рода как отшельнику, да, но это было необходимо, чтобы правильно сделать какой-то последующий выбор. И это словно преддверие было последующего шага, свободы. Плутон что нам дарит в первую очередь? Свободу. Свободу в собственных мыслях, свободу в собственном волеизъявлении, свободу в видении мира таким, как мы его хотим видеть, а не как нам, может быть, его навязывают. И в последующие годы именно свободы нам придется научиться достигать совершенно иными путями. Свобода как мысли и самодоверие – это для вас основной ключ для того, чтобы обрести новое качество жизни, научиться управлять своей личной жизнью, личной силой. Плутон движется медленно. 20 лет, мы говорим, да, будет находиться в знаке Водолей. Так и у нас подобные изменения не произойдут за пару дней. Это может означать как период ухода от чего-то и встречи с собственной тенью. Но словно это обязательный шаг на начальных стадиях нам придется пройти для того, чтобы что-то переосмыслить и построить совершенно новую реальность, в которой мы-то будем счастливы. Невозможно себя все время задвигать в уголок. Вот, наверное, это самое главное, что я хотела сказать. Надеюсь, что вы меня понимаете. Вот как раз 20 лет последующие будет важно, как, знаете, самовыражение, самовозрождение. И когда вот мы, допустим, хотели что-то осуществить, и у нас это получается. Ведь мы, вот посмотрите, как раз карта страхов выпадает, да, вот все, о чем я говорила, выскочила. Не мешайте себе, нам говорят. Вот, наверное, может быть, эта карта нам просто дает подсказку. Научиться не мешать себе, научиться не подавлять себя, потому что какие-то нормы до нас или на нас давлеют, или были какие-то установки. Научиться жить в согласии с собственной душой. И, безусловно,
научиться прощать себя самого, допускать, что я могу ошибаться. С этого начинается любое самодоверие. Ну ладно, много сказала, ничего еще ни одной карты не достала. Давайте мы узнаем. В целом достанем первую карту. Это будет вопрос, как повлияет вот этот транзит Плутона, переход, а может быть переход с ретро-движением, потом прямым движением, с заходом в ваш знак, потом обратное возвращение в Водолей. Как это повлияет на вас, мои дорогие козероги? Достанем первую карту. И дальше два события. Давайте возьмем два главных события и перемены. Или два события, которые ведут к переменам. Первое событие, второе событие. Далее мы попытаемся раскрыть, каковы перспективы. У номер один перемены и каковы перспективы, каковы возможные неожиданности на этом пути. Наверное, возьмем период где-то как раз вот транзита Плутона из вашего знака в Водолей, возврат и переход в прямое движение. 23-й, ну, может быть, начало 24-го года. И в чем мне повезет? И второе событие. Каковы перспективы, что нам это подарит, какие возможности, каковы неожиданности и в чем мне повезет. Подведем итог и спросим в целом либо совет от карт, либо, может быть, дадут подсказки, что дальше. И если мы говорим, как это влияет, возможности, туз мечей. Энергия мысли – это не какая-то субстанция такая эфемерная, а это вполне материальная субстанция. Об этом говорил еще Эйнштейн, и его слова «все в жизни, в мире является энергией». Энергия лежит в основе всего. И если вы настроитесь на энергетическую чистоту той реальности, которую вы хотите создать, то вы получите именно ту реальность, на которую настроена ваша чистота. Это не философия, это физика, и это слова Эйнштейна, это не мои слова. Впоследствии квантовая физика, все последние открытия подтверждают шаг за шагом, и как раз мы теперь знаем, что да, мысль материальна. Почему сейчас много практик, когда основаны на визуализации, когда мы словно можем представить и прочувствовать, понимаете, вот самое главное слово, прочувствовать, что будет, когда я вот получу ту цель, или вот сбудется какое-то мое желание, мечта, как мне будет хорошо, что будет меня окружать, в чем я, может быть, буду одет, какую картинку я вижу, как я себя представляю. Вот это все для вас будет важно. Это какое-то важное решение. Это может быть как важное предложение, важный какой-то инсайт или сообщение. Может быть, это ваше, знаете, однозначное, как в чем-то вы ставите точку, все-таки это меч, и предусматривать, что мы от чего-то отказываемся, и после этого полный вперед. Вот что-то очень важное. Все то, наверное, о чем я говорила. Ну, давайте раскроем первое событие. Мы закрываем дверь в прошлое. Мне нечего добавить. Десятка мечей. Это как раз нам в этой колоде показано бездыханное тело, когда может быть вот эта сложная ситуация, которая нас практически где-то словно пригвоздила, обездвижила. Мы не могли на какое-то время строить даже планы на будущее. Мы не могли быть в согласии с собственной душой. Мы не могли понять, что происходит. Вот какие-то такие сложные вопросы, может быть, по взаимоотношениям. И это может касаться, кстати, работы тоже. Когда нас кто-то подвел, обещал одно, а получили-то мы совсем другое. Так и в личных отношениях. Но теперь это не имеет значения. По этой карте нас закалил этот опыт, он нас изменил. Невозможно какая-то трансформация, если мы не проходим опыт какого-то отрицания, отчуждения, может быть, отчасти и нас самих кем-то. Но впоследствии мы от этого становимся сильнее. И вот теперь как раз не заглядывать в это прошлое. Уже вы приобрели достаточный иммунитет против каких-то невзгод, и карта говорит, чем быстрее вы закроете прошлую дверь, тем легче вам будет эмоционально. Но, видимо, не совсем это может быть, раз эта карта выпадает главным событием, или которое ведет к переменам, да, мы говорим, то, видимо, не совсем просто для кого-то это сделать, не оборачиваться назад. Но словно
если мы будем пытаться действовать, кстати, как прежде, или действовать по какому-то шаблону, или действовать по избитому сценарию, мы сами себя можем снова потерять, и это будет очень важно. Давайте мы с вами посмотрим. Второе событие сразу откроем. И опять посмотрите, второй туз, именно туз жезлов, карта удачи, карта шанса, увидеть новые собственные возможности и шагнуть навстречу самому себе, сказала бы так. Но вариабельность, именно успех, какое-то новое качество жизни, новые возможности, которые мы именно можем увидеть, когда окончательно отвернемся от каких-то прежних шаблонов, паттернов, от тех переживаний, которые уже состоялись. Одним словом, мы не мешаем себе, и нет уже прошлого, нет смысла что-то, как переигрывать, переделывать, пробовать заново какой-то, может быть, даже проект осуществлять. Нет, вот от нам отсюда только вперед. Ну, давайте по первому событию мы посмотрим, каковы перспективы. Ну, посмотрите, жизнь с чистого листа. 10 – это всегда завершение, а десятка мечей – дважды завершение. И мы сейчас раскрыли смысл этой карты. И следующее, посмотрите, в перспективах. Шикарные перспективы. Карта шута. Это всегда обновление, возрождение, новые планы, новый я. Жизнь с чистого листа, когда мы именно режиссеры собственной судьбы. Мы не по чьей-то подсказке живем, а мы видим собственные перспективы. Какое-то самое начало чего-то нового. У кого-то может проиграться как новая работа, новая должность. Ваш внутренний инсайт или какое-то решение, может быть, завершение каких-то прежних отношений, и я буду строить другие отношения. Я готов встретить или готова новую любовь, которую я построю совершенно не так, как прежде. И я уже другой или другая. И я не хочу, чтобы какая-то история повторилась в моей жизни. Я действительно закрываю дверь в прошлое и смело шагаю в будущее. Но мы должны быть осмотрительны. По этой карте нам уже обещают успех, но шут идет под ноги, не смотрит. Поэтому где-то мы рассчитываем сами на себя. Это тоже будет важно. Каковы неожиданности возможны? Посмотрите, еще один старший аркан. И по аркану умеренность. Лучше я расскажу символику этой карты, потому что в этой колоде именно на основе символов в основном все прописано. Кстати, если мы говорим про символику карты, у нас выпадает старший аркан шут. Обратите внимание, собака. Собака, причем белая собака. С одной стороны, белый цвет в этой колоде всегда означает искренность. С другой стороны, кто это собака? Анубис где-то. Это один человек, то есть если все эти аллегории перевести к какому-то одному знаменателю, как будто у нас может быть один какой-то друг или один человек, которому мы можем доверять, который будет нас поддерживать в наших даже совершенно сумасшедших идеях. И этого будет достаточно. А еще это где-то олицетворение нашей интуиции, научиться слушать себя самого. И это будет трижды важно. Следом выпадает в неожиданностях, именно в неожиданностях. Сам по себе аркан умеренности, который означает неожиданности. 460-е года. Король Меровингов, это династия. Хлодвиг, это франки у нас, который воевал с готами. И вышло так, что он со своим войском был зажат между рекой Рейн и войском готов. И погибель была неминуема, но, наверное, Хлодвиг был настоящим королем. Он умел взять себя в руки, и вот он прогуливался вдоль Рейна и обдумывал вообще, что делать в этой патовой ситуации. И он был очень внимателен. Почему именно умеренностью называется этот аркан? Умеренность в эмоциях, умеренность для того, чтобы собственные подсказки души успеть рассмотреть. Так вот, он подумал, увидев, что болотный рис растет вдоль реки и уходит вглубь. И Хлодвиг подумал, я знаю, что эти цветы растут на мелководье, а не перебраться ли мне с войском вброд? Другого выбора нет. Сумасшедшая идея, он так и поступил. Он спас свое войско, впоследствии коронован, и мы на сегодняшний день знаем вот этот болотный желтый рис. Здесь он изображен лиловым цветом, потому что, повторюсь, цвета имеют значение, и лиловый цвет – цвет божественного благословления. И впоследствии как раз вот этот болотный ирис становится геральдической лилией, флёр-де-лис, которую мы теперь все знаем.
много значений имеет, это я уже не рассказываю, но для вас в неожиданностях эта карта говорит прислушаться как к самому себе, возможно, какое-то решение из области иррационального. Может быть, придется делать то или заниматься тем, что не делали до вас. Не наступив на горло собственной песни, опять же, позволить себе даже какую-то сумасшедшую идею принять за реальность и идти следом вот этим подсказкам вашего шестого чувства. Как будто вы будете знать лучше, чем тысячу советчиков со стороны. И какая-то ситуация для вас однозначно может, как у того короля Хлодвига, сыграть в какой-то масштабный плюс. Будьте внимательны, мои дорогие, но потребуется от нас именно где-то хладнокровие и умение мыслить хладнокровно, подмечая все детали, которые происходят вокруг, какая обстановка вокруг, для того, чтобы, может быть, даже изменить свой статус, сделать что-то для себя очень важное. В чем мне повезет? Для кого-то это буквально может означать, как я закрываю в прошлое дверь, у меня новые возможности открываются, и пусть какая-то, знаете, может начаться с какого-то предложения, которое выглядит малозначительным. Или, знаете, мы стоим словно на пороге перед выбором, и есть два варианта пути. Один более такой прямой, открытый, нам понятный, обещают, может быть, какие-то более существенные материальные бонусы, а второй такой, знаете, серовато так себе, непонятно что-то, да, вроде бы есть интерес, и почему-то наша душа нам дает подсказку. Не, вот тебе вот по второму варианту. Ты вот сейчас не видишь каких-то возможностей, а для тебя там может быть какая-то очень знаменательная история со знаком плюс и с длительным прохождением к своему счастью, может быть. Но это то, что у тебя никогда никто не отнимет. Это то, что будет по праву твое. И вот где-то эта карта, это 5 минут до старта, когда у нас все под контролем, и для кого-то из вас может означать смену работы, смена сферы деятельности, переезд, может быть, очень далеко, или вообще переиграть всю свою жизнь как-то совершенно по-другому. Пересмотреть свои даже где-то ценности и, может быть, допустить то, что для вас было прежде, ну, знаете, из разряда «нет, такого не может быть», «нет, ну, это как-то вот не для меня», или «ну, это просто как-то вот в мои рамки никак не вписывается», а здесь вот как раз и впишется, и будет очень гармонично, и для вас, повторяюсь, будет не просто в плюс, а с какими-то длительными возможностями, с каким-то длительным периодом со знаком плюс. Вот так, вот так. Будьте внимательны, мои дорогие. Итак, второе событие. Давайте мы узнаем, каким переменам это ведет. Король жезлов, харизматичный лидер, это тот, который никому ничего не доказывает. Это тот, который не следует каким-то шаблонам, кстати. Он не пытается кому-то подражать или быть похожим на кого-то. Он настолько самодостаточен, и этим он оригинален. И вот у вас, наверное, вот вы преобразитесь совершенно в другого человека, используя какие-то возможности. И если, повторяюсь в который раз, мы не наступим на горло собственной песни. Все-таки карта разворачивают, две карты разворачивают к самому себе. И это где-то будет очень символично и в унисон с планетарными изменениями, которые произойдут в течение 20 лет. Вы сами изменяетесь. Вот таковы ваши перемены. И мы должны быть в течение этого периода честны сами с собой. И я уже не повторяюсь, но вот верхний ряд, посмотрите, выпадает карта шута. И как раз, видите, лежит одна карта напротив другой. И если мы говорим харизматичный лидер, то здесь как раз карта шута – это новый взгляд на самого себя, новая вера в самого себя. По-другому переоценка ценностей у вас произойдет. И много изменяется вокруг вас, нам об этом тоже говорят карты. И научиться видеть какие-то свои плюсы и быть счастливым при любых обстоятельствах. Вот такая задача. И главное, планеты словно нам помогают. Давайте возможные неожиданности, приятности, новое качество жизни выстраиваем. И эта карта как удачи, как успеха, полноты, счастья. Посмотрите, кубок переливается
И это может означать, как знаете, полная гармония, когда мы достигаем, только мечтать можно во всех сферах жизни. Когда у меня и на работе хорошо, я контролирую. Если что-то пошло криво, я не нервничаю. Я допускаю, что я мог ошибиться. Люди 150 раз ошибаются. То есть мы можем выстраивать какую-то свою карьеру и смотреть совершенно, знаете, хладнокровно на какие-то события, если у нас что-то пошло не по плану, что-то пошло не так. Вот это состояние целостности, самодостаточности, самоуважения. И когда у нас все складывается для нас больше плюс. И даже если есть какие-то шероховатости, мы не застреваем эмоционально на них. Мы просто идем дальше, понимаете? Вот научиться, наверное, чтобы какая-то минусовая новость, информация нас не выбивала из колеи, а мы просто сами себе сказали, ну ладно, хорошо, случилось и случилось, идем дальше. И для нас вот этот туз кубков будет в неожиданностях. Мне повезет, для кого-то повезет буквально уйти. Вот эта карта, карта недостатка. Причем недостатка как по финансам. И значит, вы уходите из каких-то финансовых сложностей. А второе значение этой карты, когда нам не хватало, может быть, прежде взаимопонимания. Вот как раз нам об этом и говорили, что период благоприятен к самому себе, повернуться лицом словно, да, уйти от той ситуации или, может быть, от какого-то отчуждения, когда нас кто-то не понимал, может быть, отвергал наши планы, наши проекты, наши мысли, говорил, что ты все неправильно думаешь. От того периода, когда мы долго в себе сомневались, одним словом, от того периода, когда нам было холодно. Посмотрите, какая холодная карта. Изменить свою жизнь от какого-то, может быть, угнетения, холода, разочарований, когда мы не видим себя самого, видим какие-то шаблоны, развернуться вот к этому самому тузу кубков, к полноте счастья, это будет задача, и это нам повезет, если мы сумеем это просто-напросто сделать. Может быть, именно этот туз мечей, вот это наше решение как раз и состоит в том, чтобы мы с чем-то окончательно разобрались и поставили в чем-то точку. Итак, совет от карты или что дальше? Ничто так не постоянно, как перемены, раз. И значит, понятно, история не заканчивается. Это карта нашего вдохновения, когда мы пробуем одно, второе, третье, и карта говорит, мы приобретаем новый опыт именно через прохождение проб и ошибок. Но мы допускаем, что мы можем ошибаться. Мы легки на подъем. Мы можем куда-то спонтанно отправиться. Мы можем спонтанно начать какое-то дело. Попробовать себя в бизнесе. И как будто не деньги будут важны, а именно умелое взаимодействие с миром. И для нас это будет очень актуально. Хорошее настроение нам будет обеспечено. Не относись к чему-то серьезно. Допускай, что как ты можешь в чем-то ошибиться, так и люди могут ошибаться. Не строй перед собой или вокруг себя каких-то ограничений. По этой карте, возможно, как и много людей в нашей жизни, нам придется, возможно, пересмотреть наше окружение. Я уже повторяюсь, но для кого-то, правда, состоится либо переезд, либо ваша работа может быть связана с большим объемом информации, или много будет людей, будут и многие предложения. Не пытаться что-то удержать и не выстраивать в этот период, мои дорогие козероги, что-то основательное, потому что впоследствии тоже что-то будет меняться. Вот почему нам карта говорит быть легким на подъем. И в последующем, видимо, как обстоятельства, как мир еще будет, ну, не один раз перестраиваться, как законы будут меняться, как и, может быть, какой-то уклад будет меняться. И нам просто быть открытым миру и ловко где-то идти в ногу со временем. И это для нас будет означать, как и вот этот кубок, так и новые возможности, предложения. И как раз по этой-то карте и проходит то самое слово «свобода», когда мы свободны от каких-то предубеждений. Мы свободны от того, кто что думает, давит там на нас, да, каким-то своим мнением. Мы следуем собственной интуиции и собственному желанию жить по своим меркам, а не по чужим. Перекладывайте на себя и будьте счастливы.